Привет! Сегодня очень интересный и немного странный эксперимент. Я очень люблю, когда мои работы становятся частью интерьера, и в этот раз я решил сделать картину. Я уже делал нечто подобное на тему охотников за привидениями. Второй картиной я вдохновился при просмотре топографических снимков планеты Марс. Я покажу основные шаги создания трехмерной картины. Все как обычно начинается с моделирования и 3D печати. Не вижу ничего плохого в использовании современных технологий, тем более что это становится все более доступнее, прямо как во времена развития компов. Ставьте лайк, если застали те времена пентиумов и IBM-ов. Напечатанную на 3D принтере модель залью силиконом. Неважно, какой вы будете использовать, можно самый недорогой. Я использую НГК Silca Tin, тем кому интересно. У них отвердитель имеет синий пигмент, чтобы было видно, насколько хорошо размешаны два компонента. Компоненты смешаны, и теперь заливаю в опалубку. Модель легко отделяется от силикона. Дальше буду делать отливку пластикритом. Это акриловый гипс. После отверждения получаются прочные и легкие изделия. Сначала наливаю смолу, а затем добавляю в нее наполнитель. Тут я тупанул и не дочитал инструкцию до конца, где было сказано, что перемешивать надо миксером, чтобы избежать образования комков. В итоге я потратил кучу времени на вылавливание каждого комочка и его разбивание, но комочки все равно остались. Выливаю смесь в силиконовую форму. Слепок получился очень точный, и осталось немного поработать гравером, чтобы убрать все дефекты. Для этой диорамы мне потребуется пара маленьких звездолетов X-Wing по фильму «Звездные войны». Мне как раз приехал новый принтер от компании Anycubic. На этот раз это сильно обновленный Photon S. Как всегда, в комплектации Anycubic куча всяких полезных штуковин. Запасная пленка для ванночки – это один из расходников. Кабель, набор для защиты рук и органов дыхания, лопатка, флешка на 4 гига, 250 мл зеленого полимера. Это прям очень круто, другие производители не могут таким похвастаться. И конечно же сам принтер. Новая модель стала полностью пластиковая, что в свою очередь не делает ее хуже, так как качество пластика на уровне, но делает сам принтер сильно легче. Печатный столик избавился от гладкого анодированного покрытия и стал более шершавым, что в свою очередь, конечно, благоприятно скажется на прилипании моделей. Несколько фильтров для переливания полимера из ванночки обратно в бутылку для хранения. Внутри теперь пара вентиляторов, закрытых угольным фильтром. Снимаю защитную пленку со стекол, они имеют желтый цвет, чтобы не пропускать ультрафиолет, из-за которого твердеет полимер. Достаю ванночку для полимера, она осталась без изменений. К принтеру идет очень подробная инструкция на картинках. Даже с минимальным знанием английского тут легко можно разобраться. Включаю принтер. Нажимаю в меню Tools, выбираю Move Z. И поднимаю крепление столика по оси Z выше. Еще одно отличие – это вторая направляющая, которая значительно повысит стабильность печати. Ослабляю винт печатного столика, чтобы столик свободно вращался во все стороны. Закрепляю его на принтере. Снизу кладу лист А4 и в меню Move Z нажимаю кнопку «Домой». Столик опускается до самого низа, но не прижимает лист. С помощью кнопок управления сначала по 1 мм, а затем по 1/10 мм я опускаю столик на лист таким образом, чтобы лист с трудом можно было перемещать под столиком. Затягиваю винт шарнира, после этого столик перестает свободно вращаться.
Выхожу из меню на уровень выше и нажимаю на Z равном нулю. Таким образом я сохранил нулевую точку для столика. В пункте меню Detection я проверяю работу дисплея, а именно его равномерность засветки. Дисплей в порядке, ставлю ванночку на место таким образом, чтобы она уперлась в ограничительные винты. Прижимаю ванночку винтами по бокам. Заполняю ванночку прозрачным полимером от Anycubic с длиной волны 405 нанометра. Вставляю флешку с подготовленной в слайсере 3D моделью, выбираю ее в меню принтера и запускаю печать. В целом ничего сложного, но тут главное понять принцип печати, чтобы в случае ошибок при печати делать верные корректировки. Скорость печати напрямую зависит от высоты объекта, так что правильно планируйте печать в слайсере, чтобы получилось и качественно, и быстро. В России есть официальный представитель компании Anycubic, ссылка на магазин будет в описании. Модель X-Wing готова, снимаю печатный столик и наливаю спирт. Не для того, чтобы обмыть удачную печать, а промыть напечатанную модель. Аккуратно отделяю модель от печатного столика и опускаю в спирт. Модель промыта и готова к запеканию в ультрафиолетовой камере. Если у вас такой нет, то можно использовать ультрафиолетовую сушилку для ногтей, ну или на худой конец положить модель под солнце. Правда, тогда вам придется очень долго ждать. Отделяю модель от поддержек. Крашу в необходимые цвета, сверяюсь с оригиналом из фильма. Наношу смывку и почти сразу же салфеткой убираю излишки. Корабль приобретает потрепанный вид. Звездных истребителей на картине будет два. Одному из них наношу повреждения, отламываю нос и крыло. Первый корабль будет наполовину под водой, клею его сюда. Воду делаю из подкрашенной пигментом эпоксидки. Для создания пены я использую органический хлопок для вейпа. Приклеиваю его на глянцевый клей Liquitex. Хлопок хорошо впитывает жидкость и не теряет форму. Вытягиваю хлопок в полоски и приклеиваю его у берегов. После полного высыхания дополнительно прокрашиваю белой краской.
Чтобы на поверхности воды сделать мелкую рябь, мне поможет материал от Woodland Scenics Water Ripples. Кистью наношу его на поверхность эпоксидки и точечными движениями создаю необходимую фактуру. Ставлю второй звездолет и картина готова. Хорошее украшение в офисе или дома. Гости обязательно становятся и будут рассматривать детали этой необычной картины. Спасибо за просмотр и делитесь этим видео.